Приветствуем вас на нашем канале. Сегодня, друзья, мы с вами погрузимся в удивительный мир пророчеств и предсказаний. Вы узнаете о потрясающих прогнозах, которые касаются будущего США, Дональда Трампа и глобальных изменений в мире. Что же нас с вами ждет в ближайшие годы, какие события предсказали известные провидцы и аналитики. Оставайтесь с нами, будет очень интересно. Поставьте лайк, поддержите нас. Итак, друзья, американский преподаватель христианского университета Брэндон Бигас стал известен благодаря своим пророчествам, которые включают предсказания покушения на Дональда Трампа и кризиса в Соединенных Штатах в 2025 году. Его предсказания вызвали широкий интерес и обсуждение, так как многие считают их весьма детальными и точными. Одним из самых значимых предсказаний Бигаса было покушение на Дональда Трампа. Бигас подробно описал этот инцидент, заявив, что Трампа поразит пуля, которая заденет его ухо. В своем видении он увидел Трампа молящимся и рыдающим, закрыв лицо ладонями в овальном кабинете Белого дома. Этот момент, по мнению Бигаса, станет символом глубокого кризиса, который настигнет страну. Это предсказание привлекло внимание не только благодаря своей детализации, но и из-за точности временных рамок, которые указал Бигас. Он утверждал, что покушение произойдет в ближайшее время и что именно это событие станет катализатором для последующих серьезных потрясений в стране. Бигас также предрек серьезный кризис, который настигнет Соединенные Штаты в 2025 году. Он написал этот период как эпоху мрака, когда страна погрузится в хаос и нестабильность. По его словам, Трамп, несмотря на все свои усилия, не может предотвратить наступление этого кризиса. В своем видении Бигас увидел Трампа в овальном кабинете, охватившего голову руками и молящегося. Это символическое изображение, по мнению пророка, указывает на глубокие внутренние переживания и безысходность перед лицом надвигающихся бедствий. Кризис, как предсказал Бигас, будет более тяжелым, чем Великая депрессия, и затронет все аспекты жизни людей. Бигас описал эпоху мрака как период, когда Соединенные Штаты столкнутся с непреодолимыми проблемами. В своем предсказании он указал на экономический коллапс, политическую нестабильность и социальные беспорядки. Бигас предвидел массовые протесты, рост безработицы и обострение социальных конфликтов. Он также упомянул о возможных природных катаклизмах, которые будут усугублять ситуацию в стране. Наводнения, землетрясения и другие стихийные бедствия, по мнению Бигаса, еще больше дестабилизируют ситуацию и приведут к массовым потерям среди населения. Предсказания Бигаса вызвали широкий резонанс. Множество аналитиков и провидцев также говорили о возможном кризисе в Соединенных Штатах в 2024-2025 годах. Однако пророчества Бигаса выделялись на фоне других благодаря своей конкретности и детализации. Многие эксперты скептически отнеслись к его предсказаниям, указывая на отсутствие научных доказательств и опору на субъективные видения. Тем не менее, некоторые считают, что предсказания Бигаса могут иметь символическое значение и предупреждать о необходимости более внимательного отношения к текущим политическим и социальным проблемам. Другой американский военный эксперт Томас Читам, известный своими острыми и провокационными предсказаниями, также сделал важные пророчества, касающиеся будущего Соединенных Штатов. В своей книге «Вторая гражданская война в США. Крушение Америки», опубликованной в 1996 году, Читам описывает возможный сценарий распада страны на фоне внутренних конфликтов и политической нестабильности. Его предсказания вызвали бурное обсуждение и даже критику. Однако спустя годы многие начали задаваться вопросом, не является ли его видение будущего США реальностью, к которой страна движется. В книге Читом предсказывает, что гражданское противостояние в Соединенных Штатах разгорится в середине 20-х годов. По его словам, страна столкнется с такими проблемами, как растущие социальные неравенства, политические разногласия и экономический упадок, которые приведут к массовым беспорядкам и насилию.
Читом считает, что США распадутся на несколько обособленных анклавов. Эти анклавы будут контролироваться местными властями и вооруженными группировками, что приведет к потере единства и централизации власти. Каждый регион будет действовать в своих интересах, что еще больше усложнит восстановление национального единства. Армия, по мнению Читома, перестанет быть единой силой и превратится в разрозненные банды. Военные подразделения, не имея централизованного командования, будут действовать самостоятельно, защищая свои интересы и территории. Это приведет к увеличению насилия и хаоса в стране. Жители крупных городов, сталкиваясь с растущим уровнем насилия и нестабильности, будут вынуждены покидать свои дома и искать убежище в сельской местности. Массовое бегство из городов будет усугублять экономический кризис и приведет к разрушению инфраструктуры. Читом анализирует множество факторов, которые могут привести к гражданской войне в США. Рост государственного долга, обесценивание доллара и замедление промышленного роста могут привести к экономической нестабильности. Читом считает, что экономические проблемы станут катализатором для социальных беспорядков и массовых протестов. Усиление политической поляризации между различными группами населения создаст условия для конфликта. Читом указывает на растущее недоверие к правительству и политическим институтам, что может спровоцировать гражданские волнения. Увеличение разрыва между богатыми и бедными приведет к обострению социальных противоречий. Читом подчеркивает, что социальная несправедливость станет одной из основных причин внутреннего конфликта. Рост этнического и культурного многообразия при отсутствии эффективной политики интеграции может стать источником конфликтов. Читом предсказывает, что межэтнические противоречия могут перерасти в насилие и массовые беспорядки. Когда Читом опубликовал свою книгу в 1996 году, его предсказания не получили широкого признания. Однако с течением времени многие начали пересматривать его видения. В последние годы рост социального напряжения, экономические трудности и политическая поляризация в США заставили многих задуматься о возможном сценарии гражданской войны. Читом был не единственным, кто предсказывал подобные события. Другие аналитики и прорицатели также указывали на потенциальные кризисы и конфликты, которые могут постигнуть Соединенные Штаты в ближайшие годы. Например, норвежский исследователь Йохан Галтун, известный своими прогнозами, также предсказывал упадок США к 2024 году, что совпадает с прогнозами Читома. Итак, норвежский исследователь и пионер в сфере научного анализа глобальных проблем и конфликтов Йохан Галтун сделал значительное предсказание, которое на протяжении десятилетий привлекает внимание к его личности и исследованиям. Галтун предсказал крушение Соединенных Штатов, аналогичное распаду Советского Союза. Его аналитические способности и глубокое понимание политических и социальных процессов привели его к выводу, что США столкнутся с серьезными проблемами, которые приведут к их упадку и возможному даже распаду. Галтун впервые выразил свои предположения о возможном крахе США в начале 2000-х годов. Он заявил, что Соединенные Штаты постигнет судьба, аналогичная той, которая постигла Советский Союз. В 1980 году он предсказал, что СССР распадется к 1990 году, и его прогноз оказался точным. Основанный на этой успешной аналитике, Галтун заявил, что США также переживут период упадка и распада, начавшийся в 2024 году. Галтун обозначил 2024 год как ключевую дату, когда начнется упадок политического строя в США. Он предсказывал, что к этому времени накопятся внутренние и внешние проблемы, которые подорвут стабильность и единство страны. Влияние внешней политики, экономические кризисы и социальные конфликты будут способствовать дестабилизации. Галтун сравнил США с Советским Союзом, утверждая, что обе державы имели схожие проблемы, такие как чрезмерные военные расходы, внутренние социальные конфликты и упадок экономической системы. Он полагал, что, как и в случае с СССР, США столкнутся с кризисом идентичности и потерей глобального влияния.
Галлун также указывал на растущую политическую поляризацию в США. Он предсказывал, что усиливающиеся разногласия между различными политическими группами и неспособность достичь компромиссов приведут к политическому параличу. Социальные конфликты, расовое и экономическое неравенство также будут способствовать к нарастанию напряжению в обществе. Предсказания Йохтинга Галлунга вызвали широкие интересы и обсуждения. Многие эксперты и аналитики рассматривали его прогнозы как предупреждение о тех проблемах, с которыми могут столкнуться США. Галлун подчеркивал необходимость решать внутренние и внешние проблемы для сохранения стабильности и предотвращения упадка. Последние годы рост политической поляризации, экономические трудности и социальные конфликты в США заставили многих задуматься о возможном сценарии распада страны. Другой известный ученый и литератор Томас Риттер посвятил свою жизнь изучению и расшифровке древних манускриптов, объединенных под общим названием «Пальмовая библиотека». Эти тексты, написанные на санскрите, содержат пророчества, которые охватывают множество аспектов будущего разных государств, включая Соединенные Штаты Америки. Результаты его исследований вызвали значительный интерес среди историков, ученых и простых обывателей, поскольку пророчества, найденные в манускриптах, кажутся поразительно точными. Риттер утверждает, что пророки далекого прошлого предсказали экономический кризис, массовые протесты и политические перевороты, которые должны произойти в США в первой половине 21 века. Эти пророчества описывают ряд катаклизмов и социальных потрясений, которые приведут к серьезным изменениям в политическом и экономическом устройстве страны. В манускриптах подробно описывается экономический спад, который затронет все сферы жизни американского общества. Пророки предсказывают резкие колебания инфляции, обесценивание доллара и замедление темпов промышленного роста. В результате этих экономических трудностей многие предприятия закроются, что приведет к массовой безработице и увеличению числа бедных. Согласно пророчествам, экономический кризис вызовет массовое недовольство среди населения. Люди выйдут на улицу, требуя справедливости и лучшей жизни. Протесты охватят многие крупные города, что приведет к значительным изменениям в политической структуре страны. Власти будут вынуждены реагировать на эти протесты, что приведет к усилению репрессий и насилия. В текстах также говорится о политических переворотах, которые произойдут в результате массовых протестов и экономического кризиса. Пророки предсказывают, что текущий политический строй США не выдержит напряжения и распадется. В результате этого в стране начнется период политической нестабильности и хаоса, что приведет к появлению новых лидеров и изменений в политической системе. Исследования Томаса Риттера вызвали множество споров и обсуждений среди ученых и общественности. Многие задаются вопросом, насколько точны эти пророчества и действительно ли они могут сбыться. Однако, анализируя текущие события и тенденции, можно заметить, что некоторые аспекты предсказаний уже начинают проявляться в современной жизни США. Болгарская провидица Ванга, одна из самых известных ясновидящих XX века, оставила множество предсказаний, которые продолжают вызывать интерес и споры. Ванга утверждала, что будущее Соединенных Штатов Америки будет полным катастроф и изменений, которые приведут к распаду страны к 2026 году. Ее пророчества касались не только США, но и глобальных событий, которые изменят весь мир. Ванга предсказывала, что США столкнется с внутренними и внешними проблемами, которые приведут к распаду страны. По ее словам, политические и экономические кризисы будут нарастать, что вызовет массовые протесты, беспорядки и в конечном итоге распад Соединенных Штатов на несколько обособленных частей. Одним из самых удивительных предсказаний Ванги было ее утверждение о распаде НАТО и Европейского Союза. Провидица считала, что эти организации, долгое время обеспечившие стабильность и безопасность в Европе, потеряют свою значимость и влияние. Ванга предсказывала, что крушение НАТО и Европейского Союза приведет к серьезным геополитическим изменениям и формированию новых альянсов.
Согласно Ванге, на обломках старых альянсов возникнет новый мощный союз славяно-азиатский. Этот альянс будет включать в себя Россию и ряд европейских стран, такие как Сербия и Болгария, а также азиатские государства. Новый союз станет значимой силой на мировой арене и будет противостоять западным державам. Ванга предсказывала, что США и многие другие страны погрузятся в экономический кризис. Она говорила о резком росте инфляции, обесценивании доллара и снижении уровня жизни. Экономические проблемы вызовут массовые протесты и беспорядки, что еще больше усугубит ситуацию. Многие предприятия закроются, а уровень безработицы достигнет критических отметок. Ванга также предсказала и множество природных катаклизмов, которые ударят по США и другим странам. Она говорила о землетрясениях, наводнениях и ураганах, которые разрушат инфраструктуру и приведут к многочисленным жертвам. Ванга утверждала, что природные катаклизмы будут частью глобальных изменений, вызванных изменением климата и деятельностью человека. Пророчества Ванги часто вызывают споры и недоумения. Некоторые считают ее предсказания лишь плодом воображения, в то время как другие видят в них предостережения и предупреждения. Независимо от отношения к ее пророчествам, анализ текущих событий показывает, что многие аспекты ее предсказаний имеют действительно определенную связь с реальностью. Аарон Пратт, пророк и последователь религиозного движения мормонов, оставил после себя немало предсказаний, многие из которых связаны также с будущим Соединенных Штатов Америки. Его видение включает в себя картины масштабных конфликтов и разрушений, которые должны произойти на территории США. И, что немаловажно, особое внимание Аарон Пратт уделял возможности гражданской войны и ядерного удара, предсказывая их на 2024 год. Аарон Пратт утверждал, что США столкнется с внутренним кризисом, который перерастет в гражданскую войну. По его словам, раскол в обществе будет настолько глубоким, что приведет к вооруженным конфликтам между различными группами населения. Политические разногласия, социальное неравенство и экономические проблемы создадут условия для начала масштабного противостояния. Пророк видел, как по всей стране разгораются беспорядки и массовые протесты, которые перерастают в вооруженные столкновения. Пратт предсказывал, что на фоне этого хаоса появятся многочисленные вооруженные группы, которые будут бороться за контроль над территорией и ресурсами. Одним из самых мрачных предсказаний Аарона Пратта был ядерный удар по территории США. По его видениям, ядерная атака произойдет в 2024 году и приведет к колоссальным разрушениям и жертвам. Пророк описывал сцены массового разрушения, паники и хаоса, которые охватят страну после ядерного взрыва. Пратт не уточнял, кто именно нанесет ядерный удар, но его предсказания указывали на внешнюю угрозу. Он предупреждал о необходимости подготовки к возможной атаке и укрепления национальной безопасности. Другой известный математик и современный Нострадамус Сидик Афган делает предсказания на основе сложных математических вычислений и анализа мировых событий. Одним из его наиболее обсуждаемых предсказаний является прогноз о выборах в США в 2024 году. Афган утверждает, что выборы будут сопровождаться масштабными фальсификациями, что приведет к значительным последствиям для страны. Сидик Афган предсказывает, что выборы в 2024 году будут омрачены массовыми фальсификациями и манипуляциями. Это вызовет широкий общественный резонанс и недовольство среди граждан. Афган Сидик считает, что такие действия приведут к расколу в обществе, создавая напряженность и недоверие к политической системе. По мнению Афгана, 2025 год станет переломным для Соединенных Штатов Америки. Фальсификации на выборах и последовавший за этим кризис доверия приведут к значительным изменениям в политической и социальной структуре страны. Афган предсказывает, что США начнут терять устойчивость, что проявится в экономическом спаде, политическом хаосе и в социальных беспорядках.
Другой индийский мистик и пророк Ашой, также известный как Бхагван Шри Раджниш, оставил после себя множество предсказаний, касающихся будущего человечества. Одно из его пророчеств касается войны на территории США в первой трети 21 века. Ашо призывал правительство США к осторожности и мудрости, чтобы избежать глобальной катастрофы. Ашо предсказывал, что в первой трети 21 века США столкнутся с войной на своей территории. По его мнению, эта война будет вызвана внутренними разногласиями и конфликтами, а также внешними угрозами. Он предупреждал, что если правительство не проявит осторожности, последствия могут быть катастрофическими уже для всей планеты. Ашо призывал правительство США к мудрости и осторожности в своих действиях. Он подчеркивал, что решения, принимаемыми лидерами страны, могут иметь глобальные последствия. Ашо верил, что только через осознание и духовное пробуждение можно избежать войны и разрушения. Другая ирландская ясновидящая Кристина Галлахер известна своими пророчествами о будущем различных стран, включая США. Ее предсказания вызывают широкий интерес и обсуждение из-за их детализированного и драматического характера. Галлахер предсказывает, что США будут охвачены гражданским противостоянием, которое будет вызвано социальными и политическими разногласиями. Она считает, что напряжение в обществе будет нарастать, что приведет к масштабным беспорядкам и конфликтам. Одним из самых пугающих пророчеств Галлахер является предсказание о ядерном взрыве на территории США. Она утверждает, что этот взрыв нанесет колоссальный ущерб стране, приведет к массовым разрушениям и гибели миллионов людей. Это событие станет поворотным моментом в истории страны и окажет влияние на весь мир. Павел Глоба, известный астролог, также сделал несколько предсказаний относительно будущего США. Его прогнозы базируются на астрологических расчетах и анализе текущих событий. Павел Глоба утверждает, что президентство Джо Байдена приведет США к периоду упадка. Он полагает, что противоречивые действия и решения Байдена вызовут экономические и политические кризисы, которые начнутся в 2024 году. Также Павел Глоба предсказывает, что с 2024 года США вступит в период экономического и политического упадка. Он считает, что страна столкнется с внутренними конфликтами, экономическими проблемами и потерей влияния на мировой арене. Этот период будет характеризоваться нестабильностью и неопределенностью. В последние годы много внимания уделяется возможным экономическим и политическим изменениям, которые могут повлиять на будущее доллара США и Евросоюза. Различные пророчества и аналитические прогнозы указывают на потенциальные риски и возможности, которые могут возникнуть в ближайшие годы. Давайте рассмотрим несколько ключевых мнений и пророчеств по этому поводу. Многие пророки и аналитики предсказывают серьезные испытания для доллара США в ближайшие годы. Ванга, известная болгарская правительница, утверждала, что доллар обесценится и потеряет свой статус в первой половине 21 века. Она также предсказывала, что США погрузится в экономический кризис, сопровождаемый резкими колебаниями инфляциями и обесцениванием национальной валюты. Сидик Афган также предсказывал нестабильность доллара. Он считал, что фальсификации на выборах 2024 года приведут к расколу в обществе и политической нестабильности, что в свою очередь повлияет на экономику страны. Афган утверждает, что 2025 год станет переломным моментом для США, и страна начнет терять устойчивость, что приведет опять же к обесцениванию доллара. Пророчества относительно Евросоюза также вызывают интерес. Ванга предсказывала крушение Европейского Союза и формирование новых альянсов, такие как Славяно-Азиатский Союз. Эти прогнозы указывают на возможные изменения в политической и экономической структуре Европы. Йоган Хактун, норвежский исследователь, который предсказал распад СССР, считает, что Евросоюз также может столкнуться с серьезными испытаниями. Галтунг утверждает, что в 2024 году начнется упадок политического строя США, что может повлиять на стабильность Евросоюза и привести к его возможному распаду.
В свете этих пророчеств многие эксперты рекомендуют переводить сбережения из доллара в другие валюты, такие как евро или юань, чтобы минимизировать риски. Евро, как одна из ведущих мировых валют, может стать более стабильным вариантом для хранения сбережений в случае распада США. Кроме того, юань, валюта Китая, также рассматривается как потенциальная альтернатива доллару. Китайская экономика продолжает расти, и многие аналитики предсказывают, что юань может стать новой резервной валютой в ближайшие годы. Перевод части сбережений в юани может помочь защитить финансовые активы от возможной экономической нестабильности в США. Среди множества предсказаний о будущем США и их лидеров особое внимание привлекают пророчества о покушении на Дональда Трампа. Эти предсказания, сделанные как пророками, так и аналитиками, часто обсуждаются в средствах массовой информации и на различных форумах. Одним из известных предсказателей является американский преподаватель, который утверждал, что на Трампа будет совершено покушение, в результате которого пуля повредит его ухо. Заявления знаменитостей и политиков о необходимости устранения Трампа также привлекают внимание. Актриса Кэти Гриффин вызвала огромный резонанс в 2017 году, опубликовав фотографию, на которой она держит бутафорскую отрубленную голову Трампа. Политтехнолог Рик Уилсон в эфире одного телеканала заявил, что им придется всадить пулю в Дональда Трампа. Эти высказывания создают атмосферу напряженности и могут восприниматься как подстрекательство к насилию. Несмотря на мрачные пророчества о покушении, многие пророки предсказывают, что Дональд Трамп вновь победит на выборах. Брэндон Бигас утверждал, что Трамп выиграет президентскую гонку, несмотря на все трудности и преследования. По его словам, Трампа ждут серьезные юридические проблемы, но в конечном итоге он сможет преодолеть все препятствия. Такер Карлсон, известный американский журналист, также предупреждал о намерениях устранить Трампа, утверждая, что если его не ликвидируют до выборов, он одержит на них победу. И Джеймс Карвиль, сторонник демократической партии, также высказал мнение, что у Трампа есть все шансы победить, если его не устранят до этого момента. Пророки также утверждают, что после победы на выборах Трампа ждут серьезные испытания. Юридические преследования, судебные разбирательства могут затянуться, но в конечном итоге он сможет выйти победителем. Брэндон Бигас предсказывал, что Трамп будет молиться и рыдать в овальном кабинете Белого дома, что символизирует его глубокое эмоциональное потрясение и трудности, с которыми, к сожалению, ему придется столкнуться. Благодарим, что досмотрели это видео до конца. В мире пророчеств и предсказаний всегда много интересного и загадочного. И сегодня мы с вами лишь приоткрыли завесу над этими тайнами. Если вам понравилось это видео, поставьте лайки и подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Делитесь своими мыслями и прогнозами в комментариях. Нам важно знать ваше мнение. До новых встреч, берегите себя.